мы находимся на вечернем катании в Шерегеше. Покупка скипаса начинается с определенного уровня унижения. Друзья, как сюда проще всего добраться? Сколько здесь все это удовольствие стоит? Плюсы и минусы. Это самая большая опасность на вечернем катании. Это просто чудо чудесное. Вы только посмотрите на эти просторы. Всем привет! Мы находимся на вечернем катании в Шерегеше. Сегодня будем делать обзор всех трасс, которые есть на вечерке, а также расскажу, как сюда добраться проще всего, сколько здесь все это удовольствие стоит, плюсы и минусы вечернего катания именно на этой трассе. Погнали! Я иногда, чтобы взбодриться, бэкфлипчик прыгаю, либо вжариваю так по прямой, как сейчас, чтобы хотя бы какой-то бодряк словить. Потому что если вы днем покатаетесь, иногда вообще очень сложно оторвать свое тело от кровати. Не то, что уж на вечерку прийти и начать здесь катать. Но самое сложное, это, конечно, совмещать активный спорт с офисной работой. Если вы много работаете и не хотите на уикенде почувствовать себя мертвым, можете попробовать Mind Booster. Mind Booster – это австрийская комплексная добавка для поддержания работоспособности, мотивации, концентрации и общего морального тонуса. Mind Booster честно дает организму запас сил, помогает не истощаться в течение рабочей недели и сохраняет энергию на активную жизнь. Органический состав из 10 компонентов обеспечивает комплексный эффект, помогает мозгу работать дольше и качественнее, а уставать меньше. А еще улучшает внимание и фокус, которые очень нужны, когда вы объезжаете деревья в лесу. Эффект чувствуется с первых дней, но основной результат все же будет через 3-6 недель применения. Mind Booster прошел все необходимые испытания и официально зарегистрирован в России. Прочитать о том, как это все работает, и заказать комплексную добавку Mind Booster можно по ссылочке в описании этого ролика. Кстати, по промокоду Соболев будет скидка 10% для моих подписчиков. Вот и все, друзья. Ну а мы продолжаем. Сейчас узнаем, сколько здесь все стоит, но покупка скипаса начинается с определенного уровня унижения. Здравствуйте. Нам, пожалуйста, на 4 часа. Сколько он стоит? 1210. Это скипас на 4 часа. Один подъем 250 рублей. Боже мой. Уже скидки начались новогодние, друзья. Хорошо, давайте. Итак, у нас здесь два подъемника. Первый – это кресельный подъемник. И второй – это траволатор для совсем новичков. Насчет кресельного подъемника: он не подогревается. Мое сердце просто обливается кровью на вечернем катании, ведь сегодня минус 20. Зима, холода, а я думала,
принципе, терпимо. Здесь нету колпака, но скорость подъемника довольно неплохая. Я бы сказал, средняя скорость. Есть подъемники намного медленнее. Например, на вечернем катании вроде Хутор, на минуточку, подъемник в 2 раза медленнее. Так что здесь Шерегеши нам сделали подарок, не жалеют электроэнергии, за это вам спасибо, ребята. Обязательно смотрите на прогноз погоды, когда едете на вечерку, и обязательно утепляйтесь. Минус 20 все-таки, ну, холодновато. Это самая большая опасность на вечернем катании, это спуск с подъемника. Если вы катаетесь совсем немного, то он просто вас убьет. Поэтому можно подниматься с доской в руках именно на этом подъемнике, потому что уклон очень сильный. Сразу же имейте это в виду, иначе он вас накажет. Ну что, мы наконец-то наверху вечернего катания. Это у нас сектор Б, это у нас подъемник Запад. Как вы думаете, сколько метров здесь склон? Итак, склон 1175 метров. Мы находимся наверху, здесь одна трасса. У меня есть сразу же большой вопрос. Look at this. Не видите ли вы каких-то проблем с трассой? Такое ощущение, что трасса похожа на поваленное дерево, и вы сразу же едете в ней как в укладке. Но в Шерегеше эта проблема, она вот есть на всех трассах, как ни крути. Ну, да, новичкам будет проблематично с этим справляться. Ну вот мы, в принципе, едем в карвинге. Вот здесь уже есть выравнивание. На самом деле трасса довольно широкая. Трасса довольно широкая. Найс! Друзья, как сюда проще всего добраться? Это, конечно же, такси. В Шерегеше уникальное такси, в мире такого нет. Вызывать либо по телефону такси Гранд, но я вам советую лучше, лайфхак, скачать приложение, которое называется такси Гранд Таштагол. Таштагол Шерегеш, вот как-то так. И можно заказывать машину через приложение, это будет намного быстрее. Также можно приехать на своем авто, парковка здесь на вечернем катании стоит 200 рублей. Итак, давайте припаркуемся здесь. Я могу разделить этот склон вечернего катания на две части. Первая часть трассы, буквально половина. Уклончик такой выше среднего. Трасса немножечко пляшет. Давай еще раз покажем. Трасса с буграми, трасса, в общем, неровная. И у нас есть вторая часть трассы, она начинается вот здесь. Вторая часть трассы, это просто чудо чудесное. Вы только посмотрите на эти просторы. Это
насколько это вот просто бриллиант Шерегеша. Вот такие широченные трассы. Давайте проедемся в бок. Еду в бок по этой трассе. А теперь еду в другой бок. Посмотрите, какая она широкая. Я не могу вообще, я в восторге. Охренеть. Никого нет на вечерке. Где все? Что это такое? Вот за счет этой ширины трасса для новичков великолепна. Угол наклона просто невероятно прекрасный. У нас здесь открываются возможности для баттер-фристайла. Сразу же, оп-оп. Здесь можно тренировать все, что вы хотите. Склон широкий, уклон небольшой. Вельветик, смотрите, мы едем по вельвету. Таких широких склонов, конечно, у нас в России очень мало. Кажется, у нас здесь есть небольшой лесок. Всякие приколдесные приколюшечки. Когда будет больше снега, здесь такой вообще playground настанет. Вау! Вау! Опа! Давай сюда! Нет? Да, нет? Давай! Вот такая вот у нас еще залипушечка. Балдежная штука, ребят. Едешь, балдеешь, особенно когда... Ой, ну это типа не то чтобы фрирайд. Все, смотрите, уже густой лес начинается. Там, к сожалению, фрирайда никакого. Ну то есть, особенно там темнота. Туда лучше не заезжать, куда-нибудь просто в дерево врубитесь и все. Давайте поедем дальше, посмотрим, что тут есть. Сейчас рядом с подъемником лыжники вырыли могул, трассу для могула. Ой-ой-ой. Ну попробуем. Оп, оп. Корпус стабильный, да? Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Оп, оп. Уа! Ха-ха-ха! Продолжение змейки. Раз, два, раз. Оп, оп. Ху-ху! Ю! Кайф! Ребятушки, чтобы проезжать могул, нужно, чтобы верхняя часть тела была стабильная, а ваши ноги работали. Оп, 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 вертикальная работа ног. Верхняя часть тела такая стабильная. Если посмотрите, пересмотрите еще раз, и тогда нужно будет сладенько это проехать. Кайф вообще, не только трассовое катание. Уже останавливается сноуборд. Морозно, никого, просто никого на склоне, покажи. Ни одного человека. О май гад! Находимся на самом интересном месте. Самая интересная локация — это траволатор. Специально для новичков предназначенный. Ого! Вот это скорость, друзья! Если вы замерзли, есть целых 2 кафешки, где можно отогреться, вкусно поесть. Это кафе прямо внизу сектора Б, подъемника Запад, и кафе наверху под названием Опушка. Новое кафе, которое сделали, обязательно туда зайдите. Оно работает и на вечернем катании, и при дневном. А также, ребята, не забываем про мой промокод в магазин Кан Соболев. Используйте, получайте скидос, кайфуйте. На мне, кстати, новая маска с новой линзой, зеркальной. По ссылочке в описании можете покупать также наши маски и кайфовать в них целый день, с утра до вечера. До верху горы не подбросьте, до верху не подбросьте горы. Друзья, со скольки и до скольки работает вечернее катание? Заявлено, что с 17:30 до 22:00. В принципе, этого должно с головой хватить, и если вы еще катались днем.
Вот такое вот расписание. Ну что, давайте подытожим, обсудим все плюсы и минусы вечернего катания. Давайте начнем с плюсов. Первое. Рифленый, офигенский снег, потому что после дневного катания ратрачат склон, и он перед вечерним катанием он чуть-чуть замерзает, прям как мои губы сейчас, и он такой хрустящий становится, великолепный вообще. Учить карвинг невероятно классно. Это происходит на вечернем катании здесь в Шерегеше. Подготовка трасс хорошая. Дальше ширина трасс великолепная. Освещение, кстати, не сказал. Ё-моё, супер класс. Все видно. Очень круто. Для Шерегеша это просто мама родненькая. Соответственно, еще из плюсов. Ну, траволатор, подъемник, в принципе, нормально быстро едет. В целом, все назвал, трасса широкая, да. Какие у нас есть минусы? Мы в Шерегеше, такие минуса бывают по вечерам, очень холодно. Следующее. Трасса иногда идет волнами какими-то, то есть волнами еще нормально, она просто перекошена. Вот так наискось, короче, перекошена, вот это, конечно, проблема, это плохо. Поворачивать нормально не можешь. Соответственно, еще из минусов открытый подъемник не подогревается. Но таких, к сожалению, только один на Газпроме знаю, подогреваемый. Вот. Еще из минусов, да, честно говоря-то, сложно даже их и найти. Мне прям все нравится. Решайте сами. Все-таки больше плюсов или больше минусов? Я однозначно ставлю железобетонный лайк, железобетонный респект и плюс вечернему катанию. Наконец-то оно здесь появилось. Никого нет вообще, друзья мои. Ну это что такое, да? И, соответственно, приезжайте, катайтесь, наслаждайтесь. Вот. Всем прекрасного катания, друзья. Всем пока.